Вчера так называемое общественное объединение, а фактически партия Лукашенко «Белая Русь» и партия Путина «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Помимо того, что омерзителен сам факт подписания подобного соглашения в условиях фактической оккупации Беларуси России и позорной, бесчеловечной войны России и режима Лукашенко против Украины, отдельного внимания заслуживают слова председателя Белой Руси, коллаборанта Давыдька. Мне неприятно его цитировать, однако и белорусы, и украинцы, и мировая общественность должны это услышать. Клянемся работать на глубокую интеграцию двух братских народов с безусловным сохранением суверенитета. По-пионерски заявляет Давыдька. Лицемерно заявляет гражданин Давыдька, который ранее являлся, к сожалению, генеральным директором Национального академического театра имени Янки Купалы. И он пожимает руку Турчаку, секретарю Генерального совета «Единой России», представителю страны, которая оккупировала Беларусь, страны, чьи войска прямо сейчас стоят на нашей земле и ведут боевые действия против Украины. Но это далеко не все лицемерие, на которое способен Давыдька. Мне важно в этом зале сказать священное слово «победа», которое непременно будет на нашей стороне. И знаете, очень хочется пожелать всем нам скорейшего мира, но только после нашей общей победы. Победы над кем? Над Украиной? Слова о мире с подобной оговоркой — это не просто верх цинизма. Это слова одного из самых ярых сторонников Лукашенко, соучастника убийств тысяч украинцев, разрушения десятков украинских городов, военного агрессора и преступника. Лукашенко, который на днях открыто признался, что без его участия война была бы невозможна, и который поддержал ее в последнем телефонном разговоре с Путиным. И каждому, кто сейчас это слышит, я хочу задать вопрос. Неужели у вас остались хоть какие-то иллюзии насчет неучастия режима Лукашенко в войне против Украины или нейтралитета Беларуси в этой войне? Сегодня мы все обязаны понять. Пока Беларусь находится под российской оккупацией, пока на нашей земле находятся российские оккупационные войска, и пока с их помощью удерживает власть марионеточное правительство диктатора Лукашенко, ни о нейтралитете, ни о безопасности украинцев, белорусов и наших стран-соседей не может быть и речи. Российские войска и марионеточный режим Лукашенко должны уйти с белорусской земли. Только так в Беларусь и соседние страны вернется мир.